День добрый. Темой сегодняшнего видео будет подключение изображения с регистратора к телевизору. Снимать буду все одним дублем, потому что с редактированием, с ведением я это видео не сделаю никогда. Поэтому попробуем так. Если какие-то моменты упущу, в конце видео сделаю уточнения некоторые и в описании, конечно же, добавлю ссылку на статью. Почему решил снять видео? После написания статейки о выводе изображения с регистратора на телевизор заходит человек по 15-20 в день, интересуется. Вот. А тем временем я уже понял, что реализация через Android устройство она несколько ненадежная. Если камер много и они все в HD формате, устройство подвисает, камеры, изображение с камер подвисает, и все это как-то не очень работает. Поэтому новая схема. Она несколько дороже, раза в 3 получается. То есть если свисток андроида там 3-5 тысяч, эта реализация будет порядка 15-20. Суть в чем? Сейчас поближе поставлю. Это у нас обычный компьютер формата NetTop. Что у нас здесь есть? Здесь материнская плата, жесткий диск, точнее не жесткий, твердотельный SSD диск. Блок питания у нас вот этот вот, внешний, абсолютно все без вентиляторов, работает бесшумно. То есть вот сейчас я его включу. Все, процесс пошел. Вот он так и работает, в принципе. Сейчас попробую. Вот у нас пошла загрузка. Никаких шумов. Данный компьютер планирую ставить в жилое помещение. Как раз на 2 телевизора выводить с камер по периметру. Поэтому уровень шума был довольно важен. Так, теперь следующее. Компьютер я включил. Что от данного решения я хочу получить? Будет висеть 2 телевизора. И на эти телевизоры нужно выводить изображение с нескольких объектов на один телевизор. С одного объекта, к примеру, крупную камеру на въезд, вход. На другой телевизор сборник из камер. На всех объектах стоит Hikvision. К этому компьютеру подключается 2 телевизора. Сзади у него VGA и HDMI разъем. Один телевизор, как, например, вот этот, будет по HDMI, второй по VGA. Приложения уже здесь, в принципе, все установлены. Под этот телек я разрешение не буду подстраивать, поэтому он немножечко режет края. Смотрим. Как я уже говорил, все оборудование это у нас Hikvision, поэтому и софт Hikvision. Никаких проблем там с совместным выводом с разных регистраторов, разных фирм нет. Если бы регистраторы были разные, нам бы понадобилось покупать какую-нибудь линию или еще аналогичное ПО. Управление у нас осуществляется беспроводным комплектом Logitech и точно такой же мышкой. Для примера я тут уже настроил один объект. Делается следующим образом. В VMS есть функционал разделения на 2 монитора. Вид, вспомогательный экран. Заходим, открываем. Вот, это мы перетаскиваем как бы на второй. Это остается на первом. Делаем следующим образом. Сюда, например, камеру 1, сюда камеру 2. Получаем и радуемся. Все, вот у нас можно сделать вид на весь экран, 4, 1, ну все стандартно в принципе. Ничего не тормозит. Единственный момент, вот у меня сейчас загрузка ЦПУ порядка 60%. Я тестировал под конкретные
камеры под конкретные объекты, у меня в принципе процессора хватает. Ничего не начинает глючить, ничего не начинает вылетать. Если вы выбираете себе такую же конфигурацию, но у вас камер, к примеру, будет там не 10 одновременно показываемых, а вы хотите 30 и больше, такая схема не пройдет. Почему? Потому что, сейчас покажу поподробнее. Здесь процессор интегрирован в материнскую плату, и вот этот вот радиатор Asus, надеюсь, хорошо показал, это единственное, что охлаждает процессор. Поэтому при очень большой нагрузке вся система будет глючить, вырубаться, либо надо будет поставить вентилятор. Ну что, ее все плюсы ее и убивает. Тогда уж проще купить какой-нибудь Intel i3, чуть подороже, но совсем не париться за производительность. Вот, на этом, я думаю, все. Конфигурацию компьютера можете запросить у меня в почте, либо в контактах. Все отправлю. Ну и в описании будет ссылка на статью. Там будет все то же самое, только с конфигурациями, с примерами оборудования, со скриншотами. На этом все. Спасибо. До свидания. Не совсем все. Забыл добавить. Фишка этой системы в следующем. Я могу этот компьютер подключать где угодно, каким угодно экраном, в спальне, в комнате, в зале, к большой плазме, например, можно его подключить без проблем. Хоть куда. Можно даже, учитывая его размер, его с собой в сумку положить, привезти в отель и в отеле его включить, там смотреть, если уж такая необходимость возникнет. То есть мы по большому счету не привязаны к расстоянию до регистратора, как у нас это происходит в случае с обычным монитором, который напрямую подключается. Там ограничение на длину HDMI кабеля либо VGA. Здесь у нас главное, чтобы у нас был в одной сети регистратор локальный, либо у регистратора был выход в интернет, как у этого компьютера. Вот, на этом, я думаю, все. Всем спасибо.